Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня фильм «Привычка жениться», 1991 год. Автор сценария Нил Саймон, режиссер Джерри Рис. В ролях Ким Бейсингер, иногда говорят Бейсинджер, но сейчас почему-то всегда Бейсингер. Алек Болдуин. Бюджет 26, сборы 12,4 миллиона долларов. Явно не окупился. Критиками был встречен прохладно. В 1992 году удостоился номинации на «Золотой малине». Худшая женская роль Ким Бейсингер. Но мне фильм нравится, я его очень часто пересматриваю. Сюжет. 1948 год. Чарли собирается жениться на дочери владельца кинокомпании. Сам он тоже не босяк, у его отца компания по производству зубной пасты. Будущий тесть предупреждает: если ты причинишь вред моей студии, я тебя убью. Если причинишь вред моей дочери, ты будешь молиться, чтоб я тебя убил. Через 2 дня Чарли с друзьями поехали в Вегас, чтобы устроить мальчишник. По дороге у них лопнула шина, они заехали в мастерскую, чтобы исправить это. И Чарли звонит Адель, своей невесте, и говорит: я только отвезу их и сразу назад. Но стоило ему на минутку задержаться и увидеть на сцене Вики, джазовую певичку, как он тут же позабыл и об Адель, и о своем намерении тотчас же вернуться. Красивая пара Болдуин и Бейсингер. Я помню, очень расстроилась, когда они расстались. Впрочем, как и при расставании Пита с Джоли, Аффлека с Дженнифер Лопес. Меня всегда удивляло, что мои знакомые, приятельницы любят сплетничать про своих подруг, соседей, родственников. Я про себя думала, кому может быть интересна жизнь таких же неудачников, как и я? Вот голливудские звезды — это совсем другое дело. Красивые, успешные, умные, разносторонние, получающие Оскары, пишущие сценарии, занимающиеся благотворительностью, усыновляющие детей из бедных стран и других рас. Конечно, я понимаю, что они тоже плачут иногда, у них свои проблемы. Но имея столько денег и недвижимости, можно и всплакнуть иногда. Вернемся к нашему фильму. Я женщина, но я прекрасно понимаю мужчин, которым нравится Бейсингер. Блондинка, голубоглазая, красавица, грудь, талия и пышная попа — все на месте. Обычно, если худеешь, то худеет все: и талия, и грудь, и попа, и щеки. Как им удается при такой тонкой талии иметь пышную грудь и бедра? Наверное, пластика. Конечно, Чарли не мог пройти мимо и напросился на свидание с Вики. Он нарушил 2 золотых правила. Первое — никогда не связывайся с подружкой гангстера. И второе — никогда не связывайся с подружкой гангстера. В общем, гангстер их застукал, его месть была изощренной, он не закатал их в железобетон, а заставил жениться. Утром снимок брачующихся попал в утренние газеты. Чарли так настаивал на свидании, но когда гангстер настоятельно рекомендовал ему жениться на Вике, тот категорически отказывался. То есть жениться — это одно, а желание провести ночь с красоткой — это совсем другое. Расставаясь с Чарли, Вики произнесла: «С этой минуты я буду делать 2 вещи: зарабатывать себе на жизнь и всегда держать окна закрытыми». Спустя 3 месяца они развелись. Через 2 недели Чарли с друзьями оказался в баре, где опять выступала Вики, и он снова женился на ней. В Бостоне умирающий отец Чарли изъявил желание увидеть невестку, но он был в коме, из которой он вышел на мгновение, когда она отлучилась в туалет. То есть он с ней так и не повидался. Вики ради семьи Чарли отказалась от певческой карьеры и осталась в Бостоне, став домохозяйкой. Чарли старался спасти бизнес, и их страсть сошла на нет. Вики оставила Чарли и уехала. Они развелись во 2-й раз. Вскоре один из друзей решил жениться. Опять мальчишник, опять встреча Чарли и Вики. Снова они женятся. Он продает бизнес, строит киностудию, которая разоряется. У них много детей, кажется, 4. Чарли не удел, он мучается сам и мучает Вики. И однажды, рассорившись, Вики в очередной раз разводится с ним. Спустя какое-то время друзья разыскали Вики в Сан-Франциско. Там оказался и Чарли с кольцом, чтобы в 4-й раз сделать предложение Вики. Больше они не разводились. Вики пела в баре, Чарли занимался компьютерами, и это приносило доход. Как сказал Чарли, есть семьи, которые любят друг друга, есть пары, которые пылают страстью, а еще есть они с Вики, у которых есть и то, и другое. Я прочитала историю любви Болдуин-Бейсингер. Болдуин увидел Бейсингер в 1989 году на фильме «Бэтмен». Потом совместный проект «Привычка». Роман был бурным, почти таким же, как в фильме.
Изначально бюджет был 15 миллионов, но из-за частых опозданий пары на съемочную площадку, из-за того, что они устраивали себе романтические каникулы, бюджет увеличился. Бейсингер старше Болдуина на 5 лет. Но в жизни хэппи-энда не случилось. Они расстались, потому что слишком любили друг друга. С одной стороны, это веселый развлекательный фильм, но с другой, подобные страстные отношения доводят партнеров до изнеможения. Постоянная ревность, чувство собственничества. Просто невозможно постоянно пребывать в этом экстремальном состоянии. Кстати, Ким, оказывается, сама исполняла джаз, и фильм основан на реальных событиях. Кто бы мог подумать. На сегодня все. Всем пока. Подписываемся на канал.